Когда молодой человек женился на пожилой женщине из-за ее денег, он никогда не мог предположить, что она сделает дальше. В холодном и пустом зале стояли две поразительные личности. Один — молодой красивый мужчина, в глазах которого светились амбиции. Вторая — потрясающая женщина, которая даже в преклонном возрасте сохраняла молодость и грацию, из-за чего невозможно было определить ее возраст. Гарри Райт стоял в своем лучшем костюме с высокомерной улыбкой на лице, а напротив него стояла его будущая жена Джессика Смит. На ней было белое кружевное платье, кожа блестела от золотых колец и цепочек, которые стоили гораздо больше, чем все его имущество вместе взятое. Он чувствовал себя так, словно только что выиграл в лотерею. Никто не знал, что эти двое были всего в нескольких шагах от свадьбы. Гарри родился и вырос на Манхэттене, был самым младшим в семье из 5 человек. Его отец, чрезвычайно успешный бизнесмен по имени Грег Райт, сделал себе имя в Нью-Йорке за несколько лет до рождения своих детей. Он познакомился со своей женой Викторией в начале своей карьеры, когда она была еще студенткой юридического факультета Колумбийского университета. Вместе они возглавили империю его отца, направляя ее вперед и расширяя с тем же видением, которое определило наследие его отца. После 10 лет брака Виктория забеременела двойняшками — Майей и Хлоей. Гарри последовал за ним 4 года спустя. Будучи самым младшим и единственным мальчиком, любовь его родителей не знала границ. Он никогда не знал жизни без денег, и слово «борьба» никогда не входило в его лексикон. 3 детей учились в частных учебных заведениях. В их распоряжении было множество воспитателей, тренеров и учителей, каждый из которых посвятил свою жизнь обеспечению успеха детей, в то время как их родители неустанно трудились на заднем плане. Девочки пошли по стопам своей матери, получив высшее образование и сделав престижную карьеру, в то время как их младший брат практически ничего не делал. Для него жизнь была ничем иным, как игрой. К тому времени, когда он перешел в старшую школу, он уже вовсю веселился, общался не с теми людьми и игнорировал те небольшие обязанности, которые на нем лежали. Домашние задания так и не были выполнены, в школу он не ходил, а учителя всегда относились к нему пренебрежительно. О поступлении в колледж не могло быть и речи, поскольку с юных лет Гарри твердили, что он не только получит должность в компании своего отца, но и в конечном итоге унаследует ее. Хотя он ничего не смыслил в бизнесе или торговле, он был счастлив пойти по стопам отца. Он часто хвастался этой возможностью не для того, чтобы гордиться бизнесом своего отца, а потому что успех и богатство на протяжении всей жизни были обеспечены без его собственных усилий. Когда Гарри было всего 18 лет, его отец был арестован по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве с налогами и стал главным подозреваемым в нескольких скандалах. Когда в тот день полиция связалась по рации с их домом и арестовала не только Грега, но и все его личное имущество, Гарри был в ярости. Он начал выкрикивать нецензурные выражения, утверждая, что права его семьи были нарушены, а его мать разрушит репутацию полицейского управления. Впервые в жизни приказы Гарри остались без внимания, что только разозлило его еще больше. Он наблюдал, как его отца посадили на заднее сиденье патрульной машины и продолжал оскорблять офицеров, убежденный, что они были неправы. Но, несмотря на многочисленные протесты Грега, его припроводили в тюрьму, и в течение нескольких последующих дней их дом оставался переполненным сотрудниками правоохранительных органов. 3 года спустя Грег был приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Ему дали 20 лет, но, учитывая тот факт, что сейчас ему было 60 лет, это было, по сути, пожизненное заключение. В ходе судебного разбирательства всплыли многие факты, которые привели некогда гордую семейную империю в упадок. Скандал не только запятнал доброе имя,
но и лишил его некогда огромного состояния, накопленного за многие годы. После краха компании Гарри столкнулся с реальностью, которой он никак не ожидал. Из-за того, что бизнес был ликвидирован, а их роскошный образ жизни перестал существовать, у него не осталось ничего, кроме горечи от своего собственного достойного прошлого. Жизнь, которую он считал само собой разумеющейся, рухнула. К счастью, у него остался целевой фонд, на который он мог рассчитывать, крупная сумма в $2 миллиона. Но, учитывая его недостаток финансовых знаний, деньги исчезли в течение нескольких лет, когда ему исполнилось 22. $2 миллиона, которые когда-то казались ему солидной суммой, растратились на безрассудные траты, расточительные привычки и стремление к образу жизни, который теперь ускользал от него. Когда последние остатки его денег исчезли, угроза надвигающихся выплат и пустой банковский счет заставили Гарри бороться с неизбежным. Переходный период был тяжелым. Теперь Гарри приходилось сталкиваться с монотонностью работы, требовательностью физического труда и опытом получения заработной платы, которая едва позволяла ему держаться на плаву. Каждая смена была напоминанием о его падении, погружении в суровую реальность рабочего класса. Вкус бедности, когда-то чуждый его вкусу, теперь стал ужасным привкусом, от которого он не мог избавиться. Отчаяние толкнуло Гарри на путь, о котором он и мечтать не мог. Это было обдуманное решение — жениться ради финансовой стабильности, которой ему теперь так не хватало. Представьте себе Джессику Смит, 70-летнюю богатую бизнесвумен, чей успех был неизмерим. Гарри мельком познакомился с ней на вечеринке несколько лет назад. Они неплохо ладили. Гарри поделился с Джессикой историей своей жизни, в которой отразились ее мудрые мысли. Они сблизились из-за общего горя. Гарри — из-за потери отца и Джессика в связи с недавней смертью своего мужа. Но когда ночь подошла к концу, они разошлись без всякого намерения снова встретиться. Прошло несколько лет, и по мере того, как Гарри все больше переживал трудности новой жизни, воспоминания о Джессике Смит не покидали его. Знание о ее богатстве и успехе стало путеводной звездой во тьме его финансовых трудностей. Гарри принял решение еще раз обратиться к Джессике. Он тщательно подготовил сообщение, в котором рассказал об одиночестве и стремлении к общению. Он привык разыгрывать карту сочувствия, изображая себя жертвой независящих от него обстоятельств. К его удивлению, Джессика откликнулась. Заинтригованная уязвимостью, прозвучавшей в словах Гарри, она согласилась встретиться с ним за чашечкой кофе во время одной из своих деловых поездок в Нью-Йорк. Когда они сидели друг напротив друга в уютном кафе, контраст между их жизнями был огромен. Гарри в поношенной одежде и с выражением усталости на лице, и Джессика в дизайнерском наряде, излучающая уверенность в себе. Беседа протекала непринужденно, и Гарри обошел тему своих финансовых трудностей, тщательно подбирая слова, которые рисовали бы картину человека, с которым поступили нечестно. Впервые в своей жизни он мало говорил о себе, вместо этого направляя диалог на жизнь и достижения Джессики, тонко пытаясь польстить ей. Он с восхищением оценил ее стойкость и упорство в преодолении барьеров в корпоративном мире, где господствуют стереотипы. По мере того, как встречи продолжались, Гарри начал стратегически встраиваться в жизнь Джессики, посещая мероприятия, где он мог продемонстрировать свое обаяние и харизму, которые, как он верил, могли завоевать ее расположение. Он играл роль внимательного слушателя, сочувственно кивая на трудности, с которыми она сталкивалась как успешная женщина в деловом мире, управляемом мужчинами. Джессика, с другой стороны, была заинтригована решимостью Гарри и его, казалось бы, неподдельным интересом к ее жизни. Без ведома Гарри у нее были свои подозрения относительно его намерений, но она решила держаться от него на расстоянии, наслаждаясь общением, которое он обеспечивал, не принимая на себя никаких обязательств.
По мере того, как менялись времена года, менялась и динамика нетрадиционного партнерства Гарри и Джессики. Через несколько месяцев Гарри уволился с работы в фастфуде и расторг договор аренды своей квартиры. Он поселился в ее пентхаусе с видом на город, где они составляли друг другу компанию. Они рука об руку посещали светские мероприятия, и, хотя в высшем обществе шептались об их союзе, правда оставалась скрытой за безупречным имиджем любящей пары, который они представляли миру. С того судьбоносного разговора в кафе прошел год, и Гарри теперь мучился невысказанным вопросом. Каким был следующий шаг в их отношениях? Или, что еще лучше, каким был следующий шаг в его плане по обеспечению ее состояния? За ужином Гарри затронул тему, которая оставалась незатронутой весь прошедший год. Он тщательно подбирал слова, в то время как Джессика, невозмутимо потягивая вино, бросила на него понимающий взгляд. «Джессика», — начал он, ища в ее глазах понимание, — «я начал ценить время, которое мы провели вместе за прошедший год. Это изменило мою жизнь, но я ловлю себя на том, что задумываюсь о будущем». Джессика, всегда спокойная, смотрела на него твердым взглядом, который побуждал его продолжать. «О чем ты мечтаешь в будущем, Гарри?» — спросила женщина. Он на мгновение заколебался, глубоко вздохнув, прежде чем ответить одним словом — «брак». Это слово повисло в воздухе, когда в глазах Джессики промелькнуло подозрение. «Брак — важный шаг, Гарри. Чего ты добиваешься?» — спросила пожилая женщина. «Любовь и стабильность в совместном будущем», — ответил он. Джессика не отрывала от него взгляда, выражение ее лица было непроницаемым, а потом сказала: «Гарри, есть кое-что, что ты должен знать, прежде чем мы предпримем этот шаг». Гарри слегка нахмурился. Его любопытство достигло предела. Джессика глубоко вздохнула, в ее глазах читались уязвимость и решимость. «Почти 5 лет назад у меня диагностировали рак молочной железы в последней стадии. Время не на моей стороне, Гарри». От этого открытия в комнате внезапно воцарилась тишина. Гарри почувствовал, как холодок пробежал у него по спине, когда он осознал всю тяжесть слов. Джессика смотрела на него, ища понимания. Новость была ошеломляющей, но Гарри почувствовал волнение. Теперь ему не пришлось бы десятилетиями ждать шанса получить ее наследство, но его волнение от перспективы жениться на смертельно больной женщине оставалось тщательно замаскированным под сочувствующим поведением. Не останавливаясь, он продолжал настаивать. «О, Джессика, мне так жаль, но ты для меня не обуза. Для меня было бы честью заботиться о тебе. Твои последние желания, твое наследие. Позволь мне быть тем, кто их выполнит. Позволь мне быть рядом с тобой всеми возможными способами». После недолгого раздумья Джессика слегка кивнула ему. «Хорошо, если это то, чего ты действительно хочешь. Если ты готов быть рядом со мной в болезни и здравии, тогда давай сделаем это. Давай поженимся». Глаза Гарри засверкали от притворной радости, когда он заключил Джессику в теплые объятия. Подготовка к свадьбе была приведена в действие, и по мере приближения дня Гарри продолжал разыгрывать из себя преданного жениха, все время скрывая истинную природу своего волнения. Он не мог поверить, что наконец-то настал тот день, перед которым он сейчас стоял. Когда священник произносил их брачные клятвы, они обменялись поцелуями и кольцами, а мир за пределами зала оставался в неведении о скрытом замысле. В последующие месяцы здоровье Джессики начало стремительно ухудшаться. Энергичная женщина, которая когда-то излучала силу и уверенность, теперь была лишь тенью себя прежней. Неизлечимый рак молочной железы сказался на ее организме, и каждый день казался ей борьбой со временем. Гарри, играя роль любящего мужа, сопровождал ее на бесчисленные приемы к врачу, предлагая утешение и поддержку, в то же время втайне считая дни до того, как он сможет вступить в права на наследство, которого так страстно желал.
Энергия Джессики иссякла, и некогда жизнерадостная светская львица была прикована к постели, ее силы таяли с каждой минутой. Гарри сохранял видимость все это время, наслаждаясь осознанием того, что его терпение вот-вот окупится. Однажды вечером, после 11 месяцев совместной жизни, Джессика позвала Гарри к своей постели. Она чувствовала, что ее покидают последние силы, как будто ее тело наконец-то сказало, что ей пора. «Гарри», — произнесла она слабым голосом, — «давай больше не будем притворяться. Я знаю, почему ты появился в моей жизни, почему ты организовал этот брак. Твои намерения так же прозрачны, как и наша жизнь». Гарри, застигнутый врасплох ее прямотой, на мгновение растерялся, но затем взял себя в руки. «Джессика, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я очень сильно люблю тебя». Усталая улыбка заиграла на губах Джессики, когда она потянулась к маленькому ящичку прикроватной тумбочки. Из него она извлекла тщательно запечатанный конверт. «Открой это, когда я умру», — проинструктировала Джессика, и в ее глазах отразилась смесь смирения и вызова. С этими последними словами женщина откинулась на подушки. Гарри, кипевший от гнева и державший конверт как приговор, застыл, потеряв дар речи. Он недоверчиво посмотрел на нее, прежде чем выбежать из дома. В порыве гнева он разорвал конверт и вытащил пачку документов. Гарри быстро просмотрел завещание, подтверждая то, что, как он уже знал, было правдой. Джессика сыграла с ним злую шутку, и он расторгнет брак, не имея ничего, кроме свидетельства о разводе. На этих страницах было раскрыто, что состояние Джессики должно быть разделено поровну между двумя ее сыновьями и несколькими благотворительными организациями. Но самым ужасным была небольшая фраза, которая гласила «Роман будет опубликован после смерти». Когда Гарри двинулся дальше, он почувствовал, как у него упало сердце. Он порылся в конверте и вытащил еще одну стопку бумаг, на этот раз рукописных. Фотография отца смотрела на него пустыми, затравленными глазами. В верхней части обложки красовалось название «Расцвет империи Райт», а внизу изящно стояла подпись Джессики. Когда он открыл первую страницу, то увидел небольшую авторскую заметку, в которой говорилось «Посмотри, папа, как я к этому пришел». Гарри провел остаток вечера за чтением книги Джессики «Разоблачение». Неожиданно для себя он обнаружил, что семьи Смит и Райт были связаны задолго до того, как он узнал о Джессике. Ее отец, Девин, с детства дружил с дедушкой Гарри, Уильямом Райтом. Эти двое выросли в одном кругу, и к моменту окончания колледжа они создали партнерство и начали свой первый бизнес. Первые 5 лет были чрезвычайно прибыльными, но по мере того, как их компания росла в размерах, между ними возникали разногласия. После ряда конфликтов Девин, в конце концов, был уволен со своего руководящего поста. В романе Джессики подробно рассказывается о преследованиях и жестоком обращении, которым подвергся ее отец после его ухода. В течение следующих нескольких лет его профессиональная репутация была полностью разрушена в результате нарушения прав и дезинформации, которую они распространяли. Позже Девон Смит покончил с собой в возрасте 50 лет, лишившись всего, что он создал для себя и своего наследия. Джессика только что окончила Гарвардскую школу бизнеса в возрасте 28 лет, когда ей сообщили о кончине ее отца. С этого дня она решила восстановить честь своей семьи и добиться справедливости в отношении правонарушений, совершенных в отношении ее отца. Почти 4 десятилетия спустя Джессика, которая следила за семьей Райт, узнала о теневых и аморальных действиях, проводившихся под прикрытием бизнеса. Верная своему обещанию, она в течение нескольких лет собирала улики, которые затем передала полиции. Вскоре после этого в доме семьи был проведен обыск и арестованы Грег и Виктория Райт за их участие в продолжении незаконной деятельности семьи.
Роман создавался много лет еще до того, как Джессика познакомилась с Гарри. Их случайная встреча была подобна судьбе, которая дала Джессике заключительную часть, необходимую для завершения романа. И вот теперь несколько глав были посвящены молодому мужчине, который застыл в ужасе от осознания того, что его тоже разоблачают, как и его отца несколькими годами ранее. После разоблачений мир Гарри снова рухнул. Наследство, ради которого он строил козни, ускользало у него сквозь пальцы, как песок. Разоблачительная статья, автором которой была Джессика, не только разоблачила грехи семьи Райт, но и раскрыла истинные намерения Гарри в отношении их брака. Общественность, не подозревавшая о его скрытых мотивах, теперь видела в нем того, кем он был на самом деле. Человека, который, как и его отец и дед, был готов использовать уязвимость другого человека для личной выгоды. Разоблачение злодеяний семьи Райт восстановило справедливость в памяти отца Джессики и позволило ей уйти из этого мира с видимостью спокойствия. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.